Ты готов? Бля, это пиздец, реально. On the beat, we got Junior Neem. Alright, enemy. Alright, enemy. Темнее в глазах, походу, был еще один год. Я твой лист конвертер, я меняю твои слез на бабки. Через взгляд теперь мы все даль народ. Мания трать натур, я даже не знаю, откуда во мне этот бой. Энами прочь, вчера ему летели в Акс Париж. Хочется тысячи глаз внизу, Никита. Карамба ТВ представляет. Привет, это Мара Энеми. И, наверное, пришло время немножко поговорить. Накопились некоторые мысли, темы, которые хотелось бы обсудить. Говорить я буду на русском языке, потому что так удобнее будет. И на ломаном английском нет желания, если честно. Все равно я переведу все, субтитры добавлю. К сожалению, испанцам, бразильцам, полякам, прочим придется, конечно, читать это видео, не слушать. Но основная аудитория с России, поэтому в этом, блять. Так, все-таки начнем. Во-первых, хотелось бы сказать, что 1000 на Ютубе это не прям какое-то сверхдостижение, но хоть я и двигался к этому долго, по сути, все эти люди это результат одной успешной работы. То есть одно видео позволило открыть людям во мне какой-то интерес и в том, что я делаю в моем продукте. Потому что как только взлетело видео, взлетели остальные некоторые видео, некоторые биты, где-то пошли продажи, где-то какие-то кредиты я получил. Ну, в общем, с кем-то поработал новым, получил инвайты там в коллективы интересно. Тяжело об этом как-то долго говорить, знаете, когда по сути вот он результат, следствие одного действия успешного. Хотелось бы разделить мой монолог на 3 темы. Во-первых, потом еще я отвечу на ваши вопросы, которые вы мне задавали. Все видел, все выписал. У меня как бы тут сценарий вообще написан на 9 страниц в Word и на 5 страниц от руки, написанных в ежедневнике. Но все это как-то, мне это не нравится, если честно. Это оно все некомфортно, поэтому постараюсь живой речью просто сказать то, что думаю, по каким-то темам пройтись и так далее. Да, я еще добавлю, что, возможно, кто-то сейчас недоволен, как меня слышно. Мол, качество там приседает и т.п. Я, разумеется, мог сделать лучше, но я предпочел именно этот вариант, потому что мне нравится такой ломаный, немножко грязный звук в повествовании, и всегда эти видео я ценил больше, чем какой-то ультракачественный подкаст или там, какое-то видео, снятое на там, микрофон Союз и прочее. Почему-то мне это близко по душе, и поэтому то, как я звучу, это мой выбор. Учитывайте это. Начну с людей.
Во-первых, музыка дарит довольно интересные знакомства. Вечно складывается так, что ты пересекаешься и где-то там натыкаешься на какие-то интересные личности, взаимодействуешь с ними, вы вместе там можете работать, что-то создавать. В творчестве очень интересно всегда о своем ремесле разговаривать, то есть обсуждать какие-то идеи, их реализацию, какие-то подходы, фишки и прочее. Все это очень многообразно, все не выглядит одинаково, каждый раз это что-то новое, поскольку люди разные. Еще поскольку я в основном музыку делаю в 3 направлениях: депрессивная, злая и нейтральная, то, соответственно, аудиторию я охватываю примерно по такому же настрою, да, которым нравится это, и они это слушают. Соответственно, и взаимодействие с людьми, скорее всего, которые делают примерно что-то похожее. И, как правило, эти люди, с которыми я взаимодействую, они все непростые, все с какими-то разбитыми головами, как и я в какой-то мере сам. То есть какие-то там травмы, какое-то не то воспитание, что-то еще. Все это выливается тебе в голову. Голова сама себя ест, и это становится злейшим горючим для творчества, потому что в творчестве так работает, что чем ты здоровее, тем ты неинтереснее. То есть если у тебя голова в порядке, тебя там любили в детстве, то тебе просто, скорее всего, будет нечего рассказать. Ты расскажешь о том, какая жизнь прекрасная, тебя поймут только те, которых жизнь прекрасна. То есть все это на таких вибрациях, на ощущениях, вся музыка, она так и строится, что мало ее слушать, надо ее слышать. К сожалению, люди в такой значимой части бестактные, невоспитанные, то есть не способны в уважение какое-то, какие-то рамки, в этикет. И для них просто имеет смысл услышать что-то там, что ты сделал или что-то подобное, прибежать к тебе и спросить, а как ты это сделал? Еще, ладно, есть люди, которые конкретно спрашивают, там, вот, я там, допустим, обрабатываю 808, мне там не ясно, как у тебя там такой панч, как у тебя низы так взрывают, я не знаю. Об этом еще можно пообщаться. Но когда люди прибегают и спрашивают, где такой же бас взять, какие драмки ты используешь, как ты вот это обработал, что у тебя там на мелодии, какой пресет, что, как ты это обработал. И, понимаете, чем больше ты отвечаешь, тем больше этих вопросов. Ты в какой-то момент просто не можешь идти на поводу этих людей, потому что это не закончится никогда. Ты ответил на одно, на другое, на третье. Вместо благодарности мне один тип написал, я ему ответил на все, я ему скинул скрины конкретно того, что он спрашивал, но отказался скидывать именно киты, которые платные. Я не хочу там подрывать, во-первых, свою репутацию, а во-вторых, то, что по праву мне не принадлежит, как-то распространять. Ну, вы сами понимаете прекрасно, о чем я говорю. И мне сказали, и на том спасибо. Я вообще охуел в этот момент, но такие люди есть, и их не так мало, как может показаться на самом деле. Очень круто взаимодействовать с людьми, которые выказывают тебе уважение и твоему времени тоже. Это всегда дается тепло и приятно. Просто когда тебя уважают, тебе хочется уважать в ответ. Допустим, был у меня инцидент с Поляком, который пришел ко мне в директ и спросил, как я обрабатываю мелодию на типа в жанре амбиент. Говорит, я понимаю, что ты там, возможно, как-то занят, там, что-то еще, поэтому я там предлагаю тебе там, $20 или что-то типа того. Ну, типа, чтобы ты просто так свое время не тратил, а считай, продал. Да? Мне такой подход очень понравился. Хоть я и как-то не прыгаю за деньгами, да, хоть и какие-то знания можно продавать на самом деле, но мне приятно, что человек уважает мое время, поэтому мне не составило труда без всякой оплаты просто зайти с ним в Discord, за 15 минут там ломаного английского мы с ним как-то пытались найти коннект. И в ответ на то, что я был добр к нему, он там в какой-то мере был добр ко мне. Ну, я не знаю, к сожалению, проверить его слова я просто не могу никак физически, но надеюсь, он был честен. А люди, которые прибегают с тонны вопросов, просто вы поймите, что чем легче вы получаете на эти ответы, тем меньше ценность информации. Такая тема еще есть с высшим образованием и платным образованием. Люди, которые поступают за деньги, относятся к информации, особенно за большие деньги, относятся к информации, которую им подают, трепетно. Они проглатывают каждую букву, которую произносит им преподаватель. В то время как люди, которые поступили на бюджетные места, куда-нибудь, как-нибудь, им нахуй не интересно вообще, что им говорят. И это примерно что-то близлежащее. Я могу ответить, но пока вы сами до этого не дойдете, вы не поймете ценность этого знания. Ну, никак. В свое время и я пытался что-то узнать у Битмари и других. Я спрашивал, как обработать спин с 808, потому что он у меня вообще не панчил. А нормальных туториалов на русском ютубе я просто не нашел. Их просто не было в тот момент. Там вот эти все битмейкинг-гуру, там как обработать бас так, чтобы он
жестко панчил. Это все примерно просроченные были на то время года на 4 методы, как можно там заставить бас прыгать, это т.п. Это довольно коммерческий звук, а коммерческий звук мне никогда не был интересен. Он просто как 2 копейки в основном. Все равно мы же тут все в творчество пришли, надо что-то создать такое, чтобы пацаны охуели, так сказать. Потом в целом взаимодействие с людьми не надо сейчас идти на поводу у этого поколение, которое выращено на лобби доты, там, которое имеет какие-то критерии к своим собеседникам, все выставляют на показ, все как-то высмеивают, общаются надменно, ставят себя выше остальных. Вот это еще тема с тем, как кто-то чей-то ответ выкладывает к себе, там, репостит, люди смеются, а человек просто пришел, там, задал вопрос, да, конечно, он глупо выглядит. Если ты занимаешься чем-то, и тем более на каком-то уровне выше любителя, то вопрос действительно смешной. Но, блядь, поставьте себя в положение человека, который задал вопрос. Он просто хотел узнать какую-то информацию, убедиться в чем-то. Он, действительно не знает, скорее всего. И ему вот так вот награждают каким-то репостом и глупым высмеиванием. Я бы вообще сказал, что подрывать людям веру в других людей — это пиздец какое страшное дело, и нужно как можно дальше от этого находиться. Тут даже дело не в вашем имени, не в вашей репутации, а просто в людском чем-то, гуманности какой-либо, потому что это ужасно, когда люди потом проходят этап становления без доверия к миру, без доверия к обществу. То есть они, когда кому-то пишут, уже опасаются, то, что может это куда-то всплыть и прочее. Это же все хуйня. Ко мне, допустим, человек приходил, который попросил меня помочь сделать ему трек про расставание. И я, конечно, охуел от этого запроса, потому что, как минимум, такое не делается уже, лет 8, может, 10, может, 15. Просто мир забыл это, и слава богу. Но человек вот был переполнен эмоциями, захотел как-то это вылить в творчество и пришел ко мне. Самое удивительное, я вообще, блядь, не понимаю, как он меня нашел, но в этом и прелесть интернета. То, что в этом плане это великая вещь, конечно. Я там подсказал ему, какой бит может подойти под его там эмоции, под то, что он хочет сказать. Он мне скинул текст зачем-то, но я там подправил что-то. Где-то сказал, что это тяжело, где-то там что-то еще. Записал ему на 14 минут голосовых, как работает лейбл, как релиз работает, как контракт со мной работает, какие условия у меня, какие есть виды аренды, как это все устроено, какие услуги бывают, мастеринг, сведение, сколько это может стоить, сколько выйдет трек под ключ и прочие вот эти всякие. Короче, на пальцах ему объяснил, как индустрия в целом работает. Он меня поблагодарил, сказал, вот да, на днях оплачу. Прошло там 3 дня, и он вот по итогу, я спрашиваю, что там? Да я сошелся, все нормально, все. Такое тоже бывает, да, но зачем над этим смеяться? Все равно, понимаете, вот много кто недооценивает то, что музыкальное комьюнити, оно не настолько обширное, как им кажется, наверное. И почти каждое твое взаимодействие, будь ты маленький, будь ты большим, это твой прямой фидбэк. То есть люди формируют мнение о тебе через вот такие мелочи. Потому что битмари, они между собой контактируют часто. Рэпера, там, рэперки тоже на связи в основном друг с другом. У меня там удивление было, когда я скинул бит исполнителя не свой. Говорю, прикольно звучит. Он меня спрашивает, это вот этот тип? Я говорю, да. Говорит, нет, с такими не работаю. Хотя у него там 1000 подписчиков, там 1500, то есть он такой небольшой тоже. Но при этом за него уже знают в локальных местах, и с ним отказываются работать из-за его прошлого. То есть, это пиздец. На самом деле сарафан работает лучше, чем мы думаем. И часто, даже когда я с кем-то взаимодействую, мне говорят, что обо мне слышали. Это вообще, блядь, непонятно, как происходит, потому что у меня в Телеграме 246 человек сидит. По поводу наглости еще. Вот ко мне тип приходит. ВКонтакте только самые отборные люди. Реально. Топ-соцсеть. Приходит ко мне, говорит, привет, у тебя там подписчиков столько. Хотя у меня всего там 200 с чем-то было. 220 может. Откуда, вот как так? Я занимаюсь битами 2 года, и где та популярность, которую я заслужил? Во-первых, откуда я должен знать, где твоя популярность? Потому что я тебя впервые вижу. А во-вторых, на этом диалоге на самом деле понятно, как сейчас детям промыли мозги. Люди думают, что мир устроен так, что ты можешь чем-то заняться, через полгода в этом преуспеть, а через год уже пожинать плоды. Но реальный мир немного иначе устроен. Тем более в музыке. В музыке развитие, я бы сказал,
довольно продолжительно идет. Да и в любой сфере на самом деле, где нужен навык, где нужны умения и знания. Тут, понимаете, я бы не сказал, что в творчестве музыки можно так пролететь, что, допустим, как я раньше вот рассуждал, можно делать 100 битов в год, а можно делать 300 битов в год. И это абсолютно разный по продуктивности год. Но тут важно качество. Если ты 300 раз делаешь одно и то же, то какой в этом нахуй смысл? Где твой рост? Ты же ничего не меняешь. А если ты 100 битов сделал, но при этом в каждом пытался что-то изменить, к концу года 100 пудов будет прогресс. Потом про наглых людей. Один паренек скинул лупы, а я как бы так немножко скептически отношусь, во-первых, к школьникам, а во-вторых, просто ко всем незнакомым мне людям я как бы, порог вхождения некоторые есть. Разумеется, да, работать с кем попало не хочется, и ты как-то щупаешь человека, стараешься понять, либо вы там на одной волне, либо он там хорошего ума там, для своего возраста, либо просто для какого-либо возраста. Как он там ведет медийки, да, там ведет, не ведет. И либо, когда люди делают что-то прямо очень хорошо звучащее, как правило, на это похуй. Главное, чтобы человек был не ребенок по своей сути, чтобы он хоть как-то подрос головой. Тогда можно работать. И ко мне кидают лупы, я слушаю, а там, в общем, не хочу с этим работать абсолютно. Я говорю, братан, нет, спасибо, но мне не нравится. Я с таким не работаю. Он говорит, ладно, тогда зацени биты, кидает мне биты. Во-первых, я его не знаю нихуя. Но думаю, ладно, объяснять это ему затруднительно. Просто сейчас по 15 секунд послушаю, все. Послушал, говорю, вот этот вот жанр не пишется, этот просто не качает, этот продаваться не будет, такое не продается за тяжелый звук, он там на него текст не ложится, в целом он нахуй никому не нужен на рынке. Там 2-3 бита было примерно, сложите все эти характеристики на 3 бита эти. Он мне говорит, это все вкусовщина, это твое мнение. Я с тобой не согласен. Блять, так ты спрашиваешь мое мнение. Разумеется, это будет моим мнением. Что значит это? Это просто пиздец. Это в голове не укладывается. Это, я улыбаюсь, но это даже не смешно на самом деле. Это просто пиздец. Это апогея абсурда. Я думаю, ты приколист смешной, вообще пиздец. Спрашиваю, а зачем мне тогда писать? Если мое мнение, это мое мнение. Блять. Вы поняли мысль. По итогу оказалось, что я токсичный. Вот с такими, откровенно говоря, я не знаю еще, как взаимодействовать. Меня жизнь не научила. Я пытаюсь быть мягким, но, с некоторыми это просто невозможно. Ты себя сдерживаешь, а в какой-то момент думаешь, ты вообще... И все. Потом еще есть люди, которые приходят к тебе с вопросами какими-то касаемо продвижения. Вот я хотя сам не знаю, как можно ко мне прийти с вопросами касаемо продвижения, потому что у меня цифр пока что в данный момент нет. Но такие есть. Некоторые люди имеют 50 подписчиков и спрашивают меня, как можно побольше, что улучшить можно, т.д. Просто я со стороны смотрю, как зритель, не как никто, просто как зритель. Думаю, вот это я бы поменял, и было бы получше. И мне говорят, бро, это очевидно. Так, если это очевидно, почему ты этого не сделал? Это просто пиздец тоже. Если мир такой очевидный, то где же ваши достижения, блядь? Допустим, мне нихуя было не очевидно, что можно просто ролик сделать, туториал, как сделать бит и получить 1000 подписчиков с этого. Я не думал, что такого дойдет. Но, как мы видим, дошло. Мы не будем зацикливаться на чем-то плохом, правильно? Хороших людей на самом деле много, в творчестве их тоже достаточно, все такие интересные. Единственное, мне не нравится атмосфера зелени, так сказать, запах вот этот зеленый вокруг определенного круга лиц, имеется в виду каких-то музыкантов, рэперов, битмарей, те, кто сводит и прочее. Но это уже такие мои просто моральные рамки. Мне это не близко. А так в целом какие-то проблемы с головой, какие-то проблемы еще. Все это интересно за этим следить. И есть личности, которые вправду очень достойны внимания. Их никто не знает. Но я надеюсь, что это все вопрос времени. И все мы через этот лед пробьемся. Касаемо денег можно поговорить еще. На самом деле ситуация с музыкой, она прямо вообще неоднозначная. И, наверное, как только я произнес слово «деньги», у большинства продюсеров сразу упало настроение, потому что, как правило, мы не знаем, что это такое, мы это в руках не держали. На самом деле, за ту дистанцию, которую я прошел за эти 4-5 лет, почему-то у меня сформировалось такое убеждение, что можно делать в творчество, а можно делать в коммерсе. И это два разных направления. Когда ты делаешь в коммерсе, это сугубо работа по референсу. То есть ты берешь жанр, берешь рамки, берешь темпы, берешь
делаешь мелкий, все. Берешь там десяток лупов, всех их делаешь, и все. Но это для меня не творчество нихуя. Всякие там, знаете, есть SG, Type, G-Hero, которые хорошо продаются, у них есть рынок, у них есть охваты. И в целом понятно, как с этим взаимодействовать, кто тебе нужен и т.д. т.п. Со своей музыкой я пробовал разное, на самом деле, в маркетинге и рассылки и прочее. И таргет я запускал. Но, честно говоря, тяжело целевую аудиторию искать и исполнителей, потому что я еще на этапе становления, на самом деле, у меня звук до конца не сформирован. Слишком мало еще времени прошло. Но уже становится ясно, пока что рынок очень непрост, очень сложно. Найти покупателя просто пиздец как тяжело. Вот если вы на 30% в стиле упарываетесь, вы должны быть готовы к тому, что нужно будет время. Пока я не знаю, как дальше будет, у меня не тот уровень, чтобы рассуждать, какая стратегия успешная, какая неуспешная, какой звук крутой, какой нет. Просто сугубо мои наблюдения за эти года, что продается, что нет. На самом деле, очень печально было наблюдать, как, допустим, какой-нибудь Глокли удалял свой канал просто потому, что он занимался 9 лет. Вот он за 9 лет он создал просто огромное количество битов. Но это не позволяет ему жить. Просто с этого не проживешь никак. Доход слишком маленький. Хоть он там и работал на стороне, но просто слишком много времени ты в это отдаешь, и у него уже вот эта любовь к музыке переросла в ненависть, потому что ты в нее веришь, и она не отдает тебе столько, сколько ты хочешь. И я его прекрасно понимаю, но я надеюсь, очень надеюсь, что он этот этап перешагнет, и все у него сложится хорошим образом, потому что канал он создал новый. Сейчас я его обгоняю уже, к сожалению, но даст бог, у него все сложится, потому что очень амбициозный парень. И какие-то его истории, которые он там писал, мне довольно близки. И я бы сказал, что уровень, на котором он создает, это на голову выше, чем что-то мое. Хоть мы в разных вообще векторах двигаемся. Много видео о том, как битмари уходят с битмейкинга как раз-таки по причине того, что, во-первых, это не кормит, во-вторых, это ломает тебе жизнь, потому что тяжело сидеть вот так и рассчитывать на что-то, когда ты не можешь прогнозировать. И это просто выматывает голову. Это сводит с ума на самом деле. Но понимаете, что еще может свести с ума? Будешь ли ты спать, если ты с этим завяжешь? Не будет ли у тебя вопросов перед сном, а что если бы я не завязал? Если у тебя там прокачана личность, хорошая сила воли, сила духа, и тебе это никаких проблем не составит, конечно, разумным было бы решением завязать с этим всем делом. Такие инциденты еще случаются, что ты кому-то пишешь, чтобы поработать вместе, готов full free отдать биты, и тебе называют прайс на работу. То есть ты, как продюсер, должен заплатить какую-то цену за работу с артистом. Не он тебе, а ты им. То есть ты 4 года сидишь, дрочишь и файл, покупаешь драмки, покупаешь оборудование. Просто бессонные ночи проводишь в попытках что-то создать. У тебя что-то начинает получаться путем проб и ошибок. Ты въебываешь в это кучу энергии своей, кучу усилий, кучу денег кто-то въебывает. Приходишь к артисту, у которого, аудитории, пара пчелиных гнезд, нахуй. И он тебе называет прайс. Да пошел ты нахуй. Откажись просто. Я понимаю, да, все хотят монетизировать свой продукт, но это уже просто пиздец, это ни в какие рамки не лезет. Какой нахуй прайс? Мне не ясно это просто. Хоть убейте, я это не понимаю. Я понимаю мотивы этого, но как это, пустить в реальность? В моей реальности такого просто нет. Идите вы нахуй. Потом по поводу всяких учителей по продажам, всяких обучающих видео, как там твои бирты продавать на 100 тысяч в месяц. Все это пройденный этап, все это пересмотрено, переварено. Я бы это назвал так: переливание воды из одного кувшина в другой. Конечно, хотя бы одно такое видео стоит изучить. Все они говорят одно и то же, примерно одни и те же вещи, они каждый переваривает по-своему и выдает что-то за уникальную какую-то схему, как там через e-mail маркетинг выйти на почты артистов, на какие-то большие кредиты. Все это переварено 1000 раз. Я не знаю, бог судья, конечно, таких людей, но еще есть курсы, курсы по продажам. Там вообще смех пиздец. Я же эти курсы смотрел. У нас в сообществе, как мы знаем, сливается все вот так. Не более, ничего серьезного нет. Это какие-то подходы, которые будут работать, если. А если у вас этого нет, то, ребят, извините, придется пососать хуй. Но об этом вам никто не скажет, потому что это звучит не очень. Понимаете, даже какой-нибудь курс Маркаряна будет полезнее, просто потому что у вас будет
так сказать, двигатель и топливо, которое будет вас заряжать, ебашить как трактор, и вы будете более пахать на этой энергии, так скажем, да. В этом будет больше импакта, чем в этих охуенных курсах, и еще главное, видосах по настройке таргета. Это вообще пройденный этап. Там каждое это видео не несет в себя абсолютно нихуя. Просто ноль, блядь. Там вам показывают настройки, которые при нормальном качестве звука, при, таком стилевом продвижении, мы тут все стильные, ёпта, нихуя это никогда не будет работать. Потом также можно добавить по поводу продвижения артистов. Я сейчас общаюсь в рамках того, что вы создаете что-то чуть уникальное, чуть свежее, какое-то современное, с упором на Запад, допустим, да. При таких первоначальных условиях нихуя не будет работать то, что вам там советуют. Я это все проверял десяток раз. Просто это не работает. Если вы там какой-нибудь коленный рэп делаете, т.д. то, конечно, у вас, так сказать, социальных лифтов и инструментов продвижения гораздо больше открывается. И они вообще по-иному выглядят. Вы можете просто в массы насрать свою рекламу нативную, и она сработает. Просто потому, что целевая аудитория, которая вам нужна, она гораздо ниже. Они строят, допустим, курс просто кал из жопы ебаный. Что значит курс для новичков битмейкинга? Начни зарабатывать. Что за скиллбокс? Какого нахуй начни зарабатывать? Начнет зарабатывать битмейкер тогда, когда он себя в музыке найдет, когда он начнет что-то свое делать. А до этого этапа, как правило, отрезок идет от начала до этого момента, лет 5-6 в среднем, блядь. А то и все 10. Как можно, блядь, стратегии маркетинга уместить в одном курсе с новичками, которые не понимают, как мелодию писать? Я пока разобрался, как работает BPM и как квадраты эти построены в FL Studio с паттерном первых вот этих 4 дня, я мучился просто пиздец. Все эти курсы такая шляпа ебучая, просто. А понимаете, в чем вся суть? Рыбак не скажет, где клюет. Вот и все, что вам надо знать. То есть только вам и искать, как это работает, как это продавать. Через взаимодействие с людьми, через какие-то контакты. Все это нужно через социальные лифты настраивать. Так и работает эта индустрия, через язык. Мало создавать что-то. Есть там мнение, то, что хорошую продукцию покупатель найдет. Да, но пока это случится, пройдет ваша жизнь, нахуй. И все. Нужно как можно больше трафика собирать. И вот знаете, еще есть такая мысль. Я ее на самом деле подрезал там у одного типа, который даже помладше меня, но мысль хорошая. Он там раздувал о том, как важны всякие взаимодействия, как они пишут нашу историю. Это очень недооцененная хуйня. Я из-за одного комментария заработал $300. Один комментарий. Мы на пару там с человеком сделали $300. То есть там каждому по 150. Просто потому, что он скинул лупы другому вообще там крупному битмарю в комментарии. И я листал это, слушал, и такой, вот это вообще прикольно. А там человек, по цифрам маленький. И это плюс коннект, плюс деньги, плюс возможности. И кто знает, может кредит один из наших проданных станет успешным и сделает нам на этом имя. Вот цена одного случая. То есть, когда вы думаете всегда, делать или не делать, всегда делайте. Всегда делать. Даже это видео. Я, отказывался от идеи его делать очень долго. Я гасился 2 месяца. Но я просто понимаю, что это возможность. А если я проебываю возможность, то, на самом деле у каждого своя стратегия, продвижения. И есть один очень интересный казахский продюсер, который меня в свое время наебал. Он выделился для меня тем, что он рассылал фри-биты, якобы фри, на почту крупным довольно исполнителям. И это сработало пару раз. Разумеется, ему ничего не заплатили. И он пошел на интервью и сказал, вот этот типок, меня наебал. Вот, пацаны, посмотрите. Битмейкеров не ценят, мы для исполнителей пыль. Вот такие сейчас реалии музыки. Разумеется, ему заплатили все после этого. Но просто какой ценой этот пиар получен, это просто пиздец. Имейте просто в виду, что такие стратегии тоже есть. И я бы не советовал принимать все, что вам говорят, за правду. Потому что на самом деле на интервью он был довольно убедительным. И если бы я просто не взаимодействовал с этим человеком, я бы, наверное, даже поверил в то, что реально там какой-то артист Тир-1 может просто не заплатить за какие-то биты, как всеми нами известные, 0.44, Зная его, нихуя это не так, просто нихуя. Касаемо звука, я писал еще в прошлом видео, теперь скажу. То, что вы создаете, это производная абсолютно всей вашей жизни. Фильмы, музыка, ситуации жизненные, испытания, т.д. Есть даже какие-то подкасты на тему тяжелейших испытаний и их отражений на творчество людей. Чем тяжелее испытания в вашей жизни, тем больше это зона роста для вас самих. Я бы сказал даже, что когда в тебя никто не верит, это ничуть не хуже, чем когда в тебя верят все, когда у тебя есть поддержка. Потому что зло — это такое же топливо.
На сопротивлении миру можно выехать пиздец как далеко. Когда ты не согласен с тем, что в тебя не верят, ты считаешь, что у тебя амбиций больше, чем люди на тебя возлагают, в этой борьбе доказываешь не только себе, но и им, что вот, блядь, посмотрите, сука, чего я добился. Так можно очень далеко добраться на самом деле. Но тут важна, конечно, сила духа вашего, сила вашей личности. Если вы слабый человек, конечно, то как только в вас никто не поверит, вас это сломает моментально. Так или иначе, примерно каждый исполнитель и продюсер выглядит таким образом. Когда они начинают, их кто-то вдохновляет. Какие-то там... Вот у меня, допустим, это 2-3 лица, которые меня вдохновляли, и, наверное, большую часть из них составляет Last Chanter. Я начал его слушать с альбома Universe of the Past, и этот альбом на мне отразился просто пиздец. Я трек Distortion переслушивал, буквально 1000 раз. Как будто я это делал в каждом возможном чувстве человека. И в радости, и в гневе, и в восторге, и в ужасе, и в страхе, и в какой-то тревожности, и в любви, там, и в горе. Всегда этот трек был рядом. То есть музыка, она в себе несет далеко не всегда только ноты. Далеко не всегда. Очень много кто вкладывает в это и свое состояние, и свои эмоции. И как раз таки все, о чем я вот и говорил, про производную вашего «я». А так, возвращаясь к теме денег, доходы пока не сказать, что какие-то серьезные и что-то еще. За все время я заработал меньше $1000. Незначительные деньги, на которые можно там рассчитывать, что-то еще. Допустим, когда я монтировал на заказ, я гораздо больше сделал буквально за пару месяцев, чем я сделал с музыки за 4 года. Но просто мне нравится мысль, что это может получиться. И если это получится, это просто пиздец. Потому что, вспоминая всю свою жизнь, мне, наверное, ничего не давало столько радости, сколько хорошо написанный бит. Прямо вот очень хорошо написано. Я недавно сделал работу одну, и я просто охуел. Я ее слушал 2 часа без перерыва. Просто она на повторе находилась. И это ощущение, что это сделал ты, что ты это можешь продать, с этого можешь жить, это, я желаю всем таких ощущений в жизни, потому что это дает энергии просто колоссальное количество. Перейдем к вашим вопросам. В ТГ-канале я оставил ссылку на анонимные вопросы, и кому интересно было, кто хотел от меня получить какой-то ответ, тот мог задать вопрос. Какие-то более-менее вменяемые я выписал, и давайте на них поотвечаем. Если бы можно было вернуть время назад, ты бы начал писать биты? Наверное, из последних моих фраз понятно, что меня это сильно заряжает, даже учитывая то, что это особо не приносит. Но тяжело сказать об этом, потому что неизвестно, что там будет впереди. У меня цели на жизнь высокие, но пока я не вижу, как музыка может мне в этом помочь. Как минимум, хотелось бы содержать семью, как и каждому мужчине, да. Пока неизвестно, как с музыкой сложится, посмотрим. Однозначно музыкой можно заниматься не как единственным чем-то в жизни, да, можно это оставить как хобби. И в целом в последние года так это и происходит. Но как будто, знаете, ты не можешь завязать с этим просто. Тебя это не отпустит. Вот мне, допустим, очень жаль потраченное время, потраченные усилия, вспоминать, сколько я сидел, мучился просто, чтобы это бросить, и потом, через года лежать, засыпать и думать, а что, если бы я не бросил? Такая себе перспектива. С какими артистами хотел бы поработать? I got this problem that no one can stop me. They talking shit, but I know that they copy. Say I like you. I wish I could feel your skin. Wish I wasn't alone. When you sing. Smoking past that shit in mode like a deal, I end up go. Hit a deal like what's a hoe? No, you cannot
Хотел бы остаться жить, где находишься сейчас, или переехать в другую страну. Ну, всегда было интересно какое-то время в Нью-Йорке пожить. Просто потому, что мне очень нравятся виды там из окон, и в целом, когда ты по улице идешь зимой, там очень красиво, просто пиздец. Меня это вдохновляет все очень. Но, конечно, в постоянной перспективе тяжело вдали от близких людей жить, не в своей стране, тем более в нынешних условиях. Но даже если их вычесть, все равно непросто. А так, я не знаю, где бы я хотел остаться пожить, потому что мир я знаю плохо. Нужно попробовать себя где-то, чтобы понять, правильно? Поэтому пока тяжело сказать. Мне 21 год, занимаюсь где-то с 16-17 лет. Что заставило тебя начать писать биты? Но на самом деле история любопытная. Какое-то время мы придумали в компании, что мы будем создавать рэп, но в какой-то момент я уперся в мысль, что я не хочу. Ну, как бы я такой человек, как вы видите, не особо распространяющий себя. Фото какие-то свои личные я почти никогда не выкладываю никуда. Все стараюсь делать анонимно, и мне было неприятно от мысли, что кто-то будет мой голос слышать, типа я там какую-то зону комфорта теряю, меня могут высмеивать, там, осуждать, какая-то неуверенность в себе сидела по этому вопросу. И я так подумал, вот, как мне быть рядом с парнями, то есть заниматься примерно тем же, но при этом свой голос не распространять. И я какое-то время сводил. Ну как я сводил? Вот мы записывались, стояла вот так 3-литровая банка, и на ней мой iPhone лежал 8. Мы на диктофон записывали какой-то там рэп, и я это в Sony Vegas, потому что я тогда монтировал давненько еще. Просто ставил бит и саму акапеллу в такт, чтобы это все звучало в ритм. И там уже я подумал о том, чтобы делать биты. Жестко меня вдохновил Ванек в Last Century. Ну и я попробовал начать с фонка, поделать там что-то подобное его творчеству. Ну и потом это все переросло в какой-то атмотрэп, там амбиент, что-то еще. Потом с творчеством Некита Internal познакомился. Ну и как-то все это завертелось. Вот сейчас сижу тут, отвечаю на вопросы. Много ли друзей, кто занимается битмейкингом? Когда начинал, не было абсолютно никого. Сейчас в хороших отношениях где-то с 6 людьми и с 2 довольно близко общаюсь уже в таком дружеском. Ну, кто знает, кто нет. В какой-то момент рассказал, реакция была что-то вроде искусственного признания. Я примерно понимаю, почему такая реакция была, потому что, поставьте себя на место родителя, услышьте то, что ваш ребенок занимается музыкой серьезно и на это рассчитывает. Меня порой самого пугает, то, что я на музыку что-то там рассчитываю. Но имеем, что имеем. Просто я all-in не ставлю на нее и стараюсь там высшее образование получать, куда-то в другие стороны смотреть. Если что, я работать не боюсь. Я боюсь именно сгнить за свою жизнь. Бездарно там свое существование прожить, отбыть. Это не жизнь. Не надоел супертрэп, что делаешь, если надоел тайп? Вот этот вопрос, кстати, интересный. Меня почему-то, считают каким-то супертрэп-мейкером. Вы мои работы вообще слышали? Я супертрэп делал, вот именно что называется супертрэпом, одну работу. То, что я там что-то использовал, какие-то FX или какой-то бас, или где-то хэты заролил жестко. С кем не бывает, ребят. Все спотыкаются. Кем вдохновляешься при написании битов? Вдохновляюсь всем, что слышу. Иногда Reels может заставить меня просто моментально встать и начать делать бит. Просто потому, что я услышал какую-то наработку, которая у меня в голове звучит по другому сценарию в других рамках, и мне срочно надо узнать, как это звучит. А так, просто я беру паузы какие-то, и у меня с вдохновением нет проблем. Вот про вдохновение еще 2 вопроса. Я могу сэмплить, могу послушать пару каких-то работ, что-то там в рилсе найти, и меня это срочно взорвет на какое-то действие. Мне еще забавно получается делать тайп-биты, на самом деле. Я там беру какой-то референс,
перебиваю его, и пока перебиваю, у меня вообще даже не близкое что-то получается, и по итогу имеем какую-то новую мою работу. Но, знаете, я бы что сказал, чтобы было вдохновение, были силы делать что-то типа там в творчестве, нужно жить, общаться с людьми как можно больше, что-то смотреть, куда-то ходить, проживать жизнь. То есть, чтобы вы копили какие-то эмоции, какую-то энергию в себе, тогда это все будет проще даваться. Когда вы дома гниете 24/7, ну, так, конечно, тяжело. 3 любимых плагина. Но на самом деле кого-то, наверное, удивит, но я человек немножко ленивый, и у меня уже год-полтора нету почти вообще VST, у меня есть 2. Это Synology и Effectrix. Я бы не сказал, что мне нравится Synology, не могу так сказать. Я в библиотеке там только у Effectrix поставил немного. Не люблю я вообще этим всем заниматься, пресетничеством. От этого просто тошнит. Особенно, когда ты винду переустанавливаешь, раз в 6 за полгода. Все это по новой качать, просто сил не хватает, поэтому у меня сейчас нет ничего. Любимые, пожалуй, 2 это Nexus 2, ладно, не 2. Но если брать 3, то из VST я бы назвал Nexus 2, а так просто пак Valhalla и Convoy. Это хорошая связка, которой можно уже большие дела воротить. Ну а так в последнее время еще я использую T-Rex, Clipper. По сути, это в каждом бите моем есть, поэтому, наверное, его тоже стоит назвать, потому что я там по 4-5 басов могу юзать на паттерн, и, я как бы нуждаюсь в инструменте, чтобы у меня звучал довольно чисто бит. Поэтому T-Rex с этой задачей справляется, рекомендую. Ребят, какой доход? Я бы не сказал, что у меня какой-то сильно уникальный продукт, честно говоря. То, что я делаю, это совокупность вещей, которые мне нравятся, не более. Про доход и работу с известными людьми пока речи нет. Как Борис с угорами. В свое время каждый, наверное, мой второй бит был удален, поскольку он мне нравился ровно до тех пор, пока я не включал работы тех, за кем я слежу. Я помню, как каждый бит Глокли заставлял меня просто закрыть FL. Потому что я думал, что я создаю что-то достойное, заходил к нему на YouTube, слушал бит и понимал, что я просто не хочу продолжать. Но я не хочу делать что-то хуже, чем вот то, что я сейчас услышал. Такое, знаете, ощущение было, что у меня неконкурентный звук и некий синдром незваного гостя Блэса, понимаете, о чем. В связи с этим частенько опускались руки, на самом деле. Сейчас я это решаю безумно просто. Во-первых, у меня качество выросло в разы, и уже таких заебов нет. А так, если надоедает, конечно, беру просто перерыв на пару недель или месяц. Там уже копятся желания и идеи на реализацию, и все. С кем из битмарей хотел бы коллаборацию. Надеюсь, я когда-то, как сольный артист, да, у меня же есть релиз, ёпта. Я дотяну до уровня Акиауры и смогу взаимодействовать с ним. Хотя бы просто, знаете, не на релиз, просто что-то создать интересно было бы. А так, именно, не знаю, DJS, мне бы тут тоже было интересно с ним поработать. You walking around with a point to prove, boy don't get popped. Yeah, you walking around with a point to prove, boy don't get shot. They got a switch block, turn the yellow heart.
А так я бы не сказал, что кого-то прям можно выделить. К работе я открыт с многим, кто адекватен там и так далее. По поводу китов. У меня тут лежит их десятки, просто десятки. И тяжело сказать, что вам подойдет, что вам нужно, что я использую. Но давайте я выделю те, которые для меня больше всего приятны. Во-первых, это Merlin кит. Это легендарный кит, я бы сказал, очень-очень мощный и по басу, и по хэтам, и по всяким воксам и прочему. Очень стоящий кит. Я бы рассмотрел его к покупке, на самом деле, потому что такое покупать абсолютно не стыдно. Вот вы реально не пожалеете денег за это. В каком-нибудь супертрэп пространстве или что-то там близлежащее вполне можно творить, используя этот кит. Потом я бы посмотрел еще... Но мне очень нравится, что делает Аппа. Вот у него есть кит Авриль. Регулярно могу к этому киту обращаться, использую его очень часто. Очень мне по кайфу, какие звуки здесь собраны и все остальное. Кики здесь очень приятные, хэты закрытые, вообще бомба. Бас отличный. Все здесь по кайфу собрано. Китов у меня много, но называть и показывать все мне резона нет. Скажу лишь то, что вот есть, допустим, Bad Luck. Это довольно базовый кит, в котором все, что необходимо, есть, включая FX, включая бас и что-то еще. По-хорошему еще должен быть базовый кит всегда. Должен быть базовый кит, в котором будут сабы, всякие спинзы простые и т.д. т.п. Такой кит, да, я думаю, у всех есть, но мало ли у кого нет. Вот хороший пример. Adonmate. Тут ничего сверхъестественного. Плюс-минус такие базовые звуки, не более. Я бы рекомендовал. Если скилла, так сказать, побольше, интересно какие-то эксперименты около саунд-дизайн, что-то такое, то можно, конечно, посмотреть в сторону Квиса. У него есть пара китов, которые... я знаю пару китов, которые достойны внимания. Это один из них. И второй... выглядит вот так. Тут как вы видите, баса достаточно, всего достаточно, поэтому развлекайтесь, скачивайте, покупайте и кайфуйте. Китов, которые достойны внимания, намного больше, чем я показал, разумеется. Их огромное количество, но тут упирается все в то, какой у вас запрос. В целом, средняя формула того, как найти хороший кит под ваши какие-то там пожелания, это надо следить за теми, кто вам нравится как автор. Следить за тем, из чего делают они, что делают они, может быть, у них что-то в продаже есть и тому подобное. Есть также всякие каналы, допустим, в Телеграме, которые регулярно выбрасывают какие-то киты из интернета. Там у них есть превью, у них есть жанры, вы можете пощупать, покликать, что-то поскачивать, что не понравится, удалить, поэтому тут все упирается в то, что вам надо и ваш же интерес. Вероятно, я что-то забыл, но, пожалуй, на нынешний момент это все мысли, которые я хотел озвучить, все вопросы, которые я выбрал от вас, на которые я ответил. Всех благодарю за то, что были со мной. Безмерно ценю ваши приятные слова. Ваши вопросы про драмкиты мне просто греют сердце, куда бы я без них шел. Кстати говоря, часто сейчас в последнее время спрашивают именно про мой кит, но пока не планируется. Но если, конечно, такое свершится, вы об этом обязательно узнаете. Советую зайти на телеграм-канал, мало ли кому-то что-то приглянется. Просто биты, и иногда выкладываю свои мысли касаемо каких-то вопросов. Все биты, которые я на аудиоряд положу, я укажу в описании. Пацаны поработали, свои я старался не брать. Пусть немножко охватом я поделюсь с кем-то еще. Работы достойные. Всех благодарю за внимание. Надеюсь, я был интересен. Не хотел никого обидеть, никого пальцем не тыкаю, по именам специально никого не называю. Надеюсь на понимание. Надеюсь, вырастем что-то большее. Я вернусь с какими-то свежими мыслями, какими-то новыми выводами. Может, мир меня в чем-то обрадует. А пока на сегодня все. Всем спасибо.